Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Новая пора вашей жизни. Как же поменяется ваша жизнь, какие события будут происходить? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Здесь показана ситуация, что вот вы сейчас, может быть, даже находитесь в каком-то, знаете, таком взбудораженном, в очень активном состоянии. Даже, я бы сказала, есть такая немножко доля агрессии. Это может говорить о том, что вы, может быть, проходите такой непростой жизненный этап, когда вы за что-то боретесь, да, что-то отстаиваете. У каждого это будет по-своему, разные сферы. Кто-то, возможно, еще там, я не знаю, с бывшей, может быть, алименты там пытается как-то урегулировать. Кто-то делит имущество, кто-то на работе, допустим, пытается отстоять, может быть, там свою должность, там еще что-то. Плюс это еще может говорить о том, что вот как-то вы, ну, последние, может быть, месяцы, либо годы, вы стали более вспыльчивы, вы стали более, ну, такой импульсивный, да, вы можете совершать какие-то поступки вот именно на эмоциях, потом даже бывает пожалеете. Может быть, даже такое, знаете, колкое слово можете, ну, так, выпалить, да, на эмоциях, потом жалеете. Я вам скажу, что это было не всегда. Вы такой стали вот именно вот какое-то последнее время, у всех оно будет разное. Крутые перемены. Да, у вас произошли крутые перемены, и опять же мне показывает, что связано с любовью. Был период застоя, был период затишья, когда ничего не хотелось, ничего не делалось и не моглось, да, потому что, ну, как правило, это случается после того, как теряешь любимую женщину. И я скажу, что у вас так было много таких то ли конфликтных ситуаций по жизни. Это может быть и с женщиной, и не только с женщиной, да, но настолько вот вы как-то уже закалились реально, вы стали более остро реагировать на какие-то такие даже безобидные высказывания. Это говорит о том, что ваша нервная система уже даже, может быть, на пределе находится. Плюс в очередной раз мне показывают, что ну, однозначно есть среди вас те, кто сейчас находится там, где опасно горячо, там, где связано с армией, да, вот с формой. То вы, конечно, ребят, вы здесь вообще в особой такой ситуации находитесь. Ну, здесь не до телячьих нежностей однозначно, да, потому что здесь уже стоит вопрос выживания, вопрос опасности. И, конечно, однозначно нужно себя беречь. И то, что очень много страхов, ребят, очень много страхов. Просто страхи будут у всех разные. Понятное дело, те, кто на горячих точках находятся, или в горячих, да, как правильно, в горячих точках, здесь страхи скорее по поводу выживания, да, это понятно. У других же, у кого из вас есть страхи, они очень многих, это страх скорее лично, перед личной жизнью, перед новыми отношениями. Очень часто это у нас выпадает в раскладах. Ну, понятное дело, что очень такие похожие ситуации, да, и, как правило, ну, мужчины собрались, которые, ну, либо свободны, либо же пережили какую-то личную трагедию в жизни. Поэтому мне так часто и показывают в сигнификации это. То, что вы начали жить с чистого листа, это 100%. И вы посмотрите как, да, вот вы начали ее отшельником. То есть был период, да, отшельничества, либо же сейчас кто-то находится в нем. Это все пройдет, ребят. Даже кто сейчас находится в такой вот энергии, да, одиночества, когда плохо депрессуете, это все пройдет. И вы поймете, что все, что не делается, к лучшему. Сейчас вы можете, конечно же, в это не верить, но придет время, когда вы немножко так оттаете, эмоции поулягутся. И, ну, в вашу жизнь придет новое счастье, новые истории и новые позитивные события. Вы человек, который работает, ну, я не скажу, что это команда, ну, то есть вы не сидите один в кабинете, вот, ну, понятно, что это общий расклад, но я думаю, у большинства из вас какая-то работа вот связана именно
с людьми, да, вот где-то, у кого-то это может быть отдел какой-то, у кого-то это может быть даже, ну, тот же магазин, да, там, бригада, еще что-то. Ну, то есть вы однозначно вот двое-трое таких самых, может быть, близких коллег, с которыми вы очень тесно сотрудничаете, пересекаетесь, вот как-то вот, даже может быть такая у вас коллегиально-дружеская тусовка. Вы не только работаете, вы можете еще приятельствовать, советоваться и, в принципе, искать даже и находить поддержку от этих людей. То, что вы живчик, это 100%. У нас это, в принципе, из расклада в расклад переходит. Такое ощущение, что все, которые не живчики, да, те, ну, все, которые там где-то медленный тормоз, да, где-то они там позади расклада остались, да. А здесь у меня такие мальчишки, и неважно вам 50-70 лет, все равно вот есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах, да, ребят? Вы человек очень такой справедливый по жизни. Вот справедливость – это ваше все. Вы можете даже быть иногда строгим, можете казаться суровым, но пока не добьетесь справедливости, не успокойтесь. Это касается любой сферы, хоть дома, хоть на работе. Да, вот вы считаете, что каждый должен, если провинился, получить по заслугам. Напишите, кстати, в комментариях. Ну вот действительно, есть у вас вот, ну, такая вот черта характера, либо же, ну, я не знаю, как это назвать, да, что вы такой вот правдолюб, правдоборец такой, да, вот, что все должно быть по справедливости. Также еще может быть, что кто-то из вас именно сейчас, вот, ну, в это время, да, на этом этапе, проходит какие-то юридические разбирательства, да. Это может быть развод, оформление, это может быть подача, да, заявление на развод. Это может быть какие-то алиментные истории, да, ну, либо же какие-то другие юридические дела, документы, даже вплоть до того, что, может быть, вам наследство от заморского дядюшки упало на голову, да, и вы оформляете это наследство. Ну, то есть, вот могут у кого-то проиграться такие вот юридические дела. Итак, давайте-ка будем смотреть, что же новая пора в вашей жизни будет, да, какие события будут у вас происходить. Ох, ребят, есть из вас такие, которые любят поваляться вот на диване. Вот пишите мне все, кто любит, ну, полениться. Ну, честно, вот назову так, да, вот все своими словами. Вот иногда бывают ситуации, когда все так достанет, да, и вы возьмете рюмочку чая, и даже хоть и в одиночестве сядете, там, да, там, под рыбку или еще под что-то. Пишите, кстати, кто что любит под рюмочку чая, да, рыбку или что там, я не знаю, кальмары, может быть, еще что-то. И любите посидеть тогда не в дрободан, а именно так слегонца, да, расслабиться. Может быть, какой-то хороший фильм посмотреть, вот именно расслабиться. Не до поросячьего визга, нет, я сейчас не об этом. Вы человек, который, в принципе, позволит себе вот отдохнуть. Вот вы очень хотите отдохнуть, и кто-то из вас даже уже, может быть, планирует отпуск. Вот вы планируете, как вы его проведете, да, может быть, куда-то поехать. Вот хочется отдохнуть. В море попу окунуть, да, как говорится. Что-то я сегодня стихами заговорила. Великая поэтесса уже стала. Кстати, у кого-то из вас есть в окружении женщина, которая вам давно нравится, симпатичная. Такая дамочка, моложе вас, ну, такая непростая. Возможно, потому вы и боитесь к ней подойти, потому что она вас немножечко так пугает, потому что, может быть, ну, вид такой высокомерный слегонца, такой, знаете, ну, обычно таких женщин боятся. Она может у кого-то проиграться даже начальницей, ну, либо же выше по рангу, вот какая-то такая история может быть. Но то, что вы на нее положили глаз, кстати, можете написать тоже, кто положил глаз на такую женщину. И, возможно, даже вы думаете, как же с ней сблизиться, с такой вот снежной королевой, да? Потому что человечек-то нравится, а подойти-то как-то вот неловко. Может быть, даже кто-то думает, что
ну, я там по статусу не подхожу, либо же я ее по деньгам не потяну. В общем-то, вы можете дерзать, ребят. Я не скажу, что это будет стремительный роман, но история будет у вас, если вы, конечно, проявите инициативу, потому что она точно за вами бегать не будет. Далее. Вот однозначно среди вас есть те, кто еще мечтают и о бывшей женщине, кто-то мечтает о будущем. Ну, то есть вы такие вот мечтатели, романтики. Даже здесь собрание романтиков. Может быть, даже и романтики с характером, как я уже говорила. Но в душе вы божий одуванчик. Вот если честно, правда, ребят? У кого-то это даже может быть такая своего рода маска, защитная реакция. Вот это ваша такая агрессивность, ваш колкий язычок, да, потому что делали больно, теперь вот вы такой вот закаленный в боях. Но, в принципе, вы очень мечтательный человек. И кто-то из вас мечтает реально о бывшей, да, вот вы не можете ее забыть. А кто-то мечтает о новой женщине. И эта женщина, между прочим, я сейчас уточню, эта женщина, кстати, появится в вашей жизни. Я имею в виду не та, которую вы там мечтаете, нарисовали себе как-то, да? А вот именно новая женщина, это будет ваш новый судьбоносный шанс на любовь. Шанс на новую историю, у кого-то даже шанс на семью. Я не могу сказать, что многие из вас прям хотят жениться. Нет. Но то, что вы можете быть в таких стабильных, длительных отношениях с женщиной, с которой вам будет хорошо и комфортно, это однозначно. Финансовая история будет здесь абсолютно кардинально меняться. Я не вижу, чтобы у вас были финансовые проблемы в дальнейшем. Причем я вам скажу, что вы вот приложите все усилия к тому, чтобы ну вот как-то двигаться вот именно в направлении заработка. Да? Кто-то будет работу менять, кто-то подработку брать. То есть кризисов здесь, ребят, не будет. Даже у кого сейчас ну, реально вот проблема финансовая, можете не переживать. Вы будете рыть землю, но вы своего добьетесь. Вы не из тех, кто будет сидеть и ждать у моря погоды. Да, иногда вы можете полениться, да, с рыбкой, там, с рюмочкой чая, но это не про финансовую историю. Это совершенно другое. Далее. Кто-то из вас очень плотно увлечется, может быть, даже психологией, медитацией, таро. Кстати, кто-то из вас однозначно уже даже, может быть, в последнее время подсел на таро. Кого-то, может быть, я подсадила на таро своими раскладами. Напишите, кстати, ребят, вот подсел кто-то из-за моих раскладов, там, из-за моего канала, да, вот именно на таро. Может быть, это не очень скромно, но просто вот интересно, знаете, мне будет и приятно, конечно, но только по-честному. Потому что я знаю, вы мне пишете много интересного, много приятного в комментариях. И ну, я реально вижу, что вы будете подсаживаться вот именно на такую психологию, эзотерику, вот медитации, вот что-то из этого вас, знаете, успокаивает, дает какую-то надежду. Вы можете абстрагироваться. Вплоть до того, что вы можете прийти домой, да, включить музыку, какую-то такую релакс, да, и просто лежать и балдеть. Такая легкая медитация будет. Далее, знаете, вот в вашей жизни как-то вот будет такой период, когда будут сменяться события одно за другим. Одно за другим. Однозначно будет новый жизненный этап и новая женщина. Это даже не обсуждается. Причем у многих это может проиграться реально будущая жена. Это станет ваша дама сердца. Вы будете настолько увлечены ею, что будете горы сворачивать ради этой женщины. Я не буду сильно вникать в это, да, у нас сегодня такой более общий расклад, просто какие события будут. Поэтому пусть это останется темой для маленького следующего расклада. И я вам скажу, ребят, также среди вас есть те, кто, допустим, сейчас находятся в каких-то отношениях, либо же в семье, да, которую уже семьей назвать сложно. Ну, то есть токсичные отношения, которые себя изжили. Вот вы, ребят, однозначно
ну, делаете ошибку, что вы живете с таким человеком. Вы дальше будете вот тянуть эту лямку. Вы не готовы еще разрушить эти такие токсичные отношения. И одиночество вдвоем, но это дорога в никуда. У вас все равно в перспективе идет новая жизненная история. Поэтому хорошенечко взвесьте все, подумайте. Лучше раньше, чем позже. Вот все-таки лучше раньше, чтобы не терять драгоценное время, которое никогда не вернешь. То, что у вас будет новый жизненный этап и уже без этой женщины, ну это как пить дать. Ну и напоследок, что еще мне покажут? У вас, знаете, у вас начнет жизнь меняться. Я не скажу, что она прям взлетит в одночасье. Понятное дело, что это будут постепенные такие события. Но как раньше не будет. Смотрите, у кого-то из вас проиграется, что вы даже избавитесь от каких-то вот своих страхов, либо комплексов, которые у вас сейчас есть. Да, это будет длительный период. Возможно, это даже будет период, когда вы будете работать, ну, либо же консультации проходить у специалиста. У того же психолога, психотерапевта. Но намного это вас избавит от тех былых страданий, мыслей, разочарований. Поэтому, ребят, у вас, в принципе, только жизнь начинается. Не вешать нос гардемарины. Все у вас будет. И деньги, и любовь, и счастье. Поэтому, мои хорошие, берите себя в руки. Кому нужно, идите к психологам, либо же еще каким специалистам. Потому что вот именно вы, да, которые ничего не будут делать, ребят, ну, здесь может эта история реально затянуться. Я вам скажу, что ваша жизнь будет меняться, она будет меняться в лучшую сторону, причем вы, научены уже горьким опытом, будете очень аккуратничать, очень осторожничать, вообще в таком вот в глобальном смысле этого слова, осторожничать с людьми. Вы не будете доверять, как раньше, да? Вы будете осторожничать даже когда вот будут просто новые знакомства, даже по работе. Потому что обжигались, потому что делали больно. Но все-таки у вас есть маленькая такая надежда на то, что придет счастье в вашу жизнь. И поверьте, но эта надежда не просто так. Вот вы что-то знаете, вы что-то чувствуете, да? Потому что, опять же, у некоторых из вас есть магические способности. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!